Dzień dobry wszystkim! Сегодня мы находимся у нас дома. Завтра нас ждет очень такой трудный день. Я впервые поеду на такой мини-кастинг. Буду участвовать в кастинге на съемку. Буду разговаривать. Еще не знаю, подойду я или не подойду. Вот решила в свои 25 заняться моделингом с Ясей. Яся тоже будет этим заниматься, и я буду этим заниматься. Жду завтра, немного нервничаю, немного переживаю, конечно, потому что это, как сказать, впервые у меня будет такой опыт, и немного мне даже как-то не по себе, немного страшно, я не знаю, что делать, я не умею позировать, и многие вот такие вот вещи, которые я делать буду впервые. Поэтому завтра сходим и узнаем все, возьмут меня или не возьмут. Если меня возьмут, то, конечно же, на первую свою фотосессию я возьму вас с собой. Также хотелось бы рассказать тему, которая очень важна сейчас для нас, потому что эта тема, она касается, наверное, нас прям очень сильно на данный момент, потому что мы уехали и из России, и из Польши, и сейчас мы находимся на другом конце вообще планеты. Проблема эта связана с тем, что, как я уже рассказывала, в Польше у меня все было нормально, но пришлось осуществить такой вот резкий переезд. С этой резкой сменой жительства я не смогла сделать некоторые вещи, которые нужно было сделать. Но когда мы приехали в Польшу, я, получается, сделала на себя договор на интернет. Это была компания Inea, Inea.pl. Это провайдер, который там Wi-Fi устанавливает, кабельное телевидение, просто интернет. Я установила, я оплачивала. У меня тогда не спросили ни почту, ничего. В общем, взяли мой паспорт, сделали все необходимое, но на почту мне ничего не присылали. У меня просто был такой листочек. Этот листочек был нашей умовой, нашим договором, грубо говоря. И вот, когда мне нужно было срочно уезжать во Вьетнам, я вызвала курьера, в общем, взяла ящик вот этот вот, и в этот маленький ящичек я заполнила все документы, положила документы вместе с роутером и отправила их в компанию Inea. Но вот спустя 2 месяца, когда я уже живу во Вьетнаме, мне приходят сообщения, что у вас там долг. Интернет был у нас дорогой довольно-таки, потому что у нас не было умовы такой вот долгосрочный, у нас был интернет помесячно. И вот мне сейчас приходят вот такие вот сообщения, что у вас есть долг, там 100 с чем-то злотых, пожалуйста, оплатите. Я начала связываться с компанией Inea, что я отправила их оборудование обратно к ним в офис через почту. У меня есть все эти документы, связанные с этим, потому что я это делала через свою электронную почту. Начала писать, что умовы у меня тоже нет, потому что я ее положила в документы, то есть в роутер, в коробку с роутером, и отправила все вместе. Но мне пишут, что, к сожалению, мне никто ничем помочь не может, так как, в общем-то, я должна им по почте отправить эти документы, либо же знать какой-то там свой номер. Я говорю, что номер я не знаю, потому что документы у меня уже у них. Они мне говорят, тогда отправляйте почтой. Я говорю, ну я не могу отправить почтой, потому что я нахожусь не в Польше, я нахожусь на другом конце планеты. Мне отвечают, ну у нас только так. В общем, теперь у меня идут долги в Польше с интернета. Я не знаю, что мне делать с этими долгами. Я не понимаю вообще, как так можно. Я вернула все оборудование, написала, что я отказываюсь от их услуг, что продлевать не буду, отправила свой договор, но они все равно продолжают мне начислять деньги. Сейчас еще пени, скорее всего, начнутся.
это комиссия какая-то, процент, возможно. И мне это совершенно непонятно, потому что я впервые с таким сталкиваюсь. Обычно, когда я оформляла интернет, ничего подобного никогда не было. Но в Польше такое случилось в первый раз. Как сейчас быть, я, конечно же, не знаю. Скорее всего, когда там накопится уже довольно большой долг, мне запретят просто въезд в Европейский Союз, я так думаю. Потому что оплачивать отсюда я тоже навряд ли смогу. Ну и я не считаю нужным отдавать по 70 злотых каждый месяц, если я все сделала по совести. Если сама интернет-компания делает все неправильно, у них неправильный какой-то подход к своим клиентам, то я не думаю, что за их оплошности я должна как-то платить. Поэтому я решила, что будь что будет, как бы посмотрим, что будет дальше. Пытаюсь сейчас выяснить, возможно, у меня есть какие-то другие выходы из этой ситуации. Возможно, как-то мне удастся все-таки решить эту проблему. Но пока что ситуация такая, что на меня в Польше теперь тикают долги за интернет. Хотя я все отправила, все оборудование, умову свою, и у меня есть даже квитанции, у меня есть, в общем, как я отправляла. Путь этой посылки, он у меня есть, потому что я делаю это через почту. Причем у нас у двоих теперь нету карточек ни российских, теперь еще, скорее всего, и польские нам заблокируют. И что делать в такой ситуации, я понятия не имею. Пока что мне на польскую карту приходит моя маленькая мини-зарплата, и как бы, скорее всего, будут списывать с нее. Но сама ситуация эта, она довольно-таки неприятная, я огорчилась очень сильно, потому что так не делается, и если бы я знала, что будет так, я никогда бы не заключила договор с этой фирмой. Предлагаю вам отправиться на пляж, чтобы там на воздухе поговорить об этом. Вот мы идем на море. Да, Яся? Да. Скажи всем привет. Всем привет. Мы идем на пляж. На пляж? Да, с игрушками. Ну, смотрите, какая у нас, видите, дорога до пляжа. Мы идем по нашей улице вниз. Видите, собака вот эта вот? Мне ее так жалко, она всегда вот на цепочечке сидит такая. Очень жалко. Сидит на цепи все время. Обидно за собачку. А вот улица. Мы вышли с нашей улицы, попали на главный проспект на нашей площади. Попали на главный проспект, и вот видите, что тут у нас. Всякие точечки стоят. Уже понемногу начинает вечереть, поэтому все повыползали из дома. Мы тоже выползли. Весь день сидели дома. И сейчас решили выйти, чтобы прогуляться по улице. Ну, мы пойдем на море сегодня, на пляж. Мы пришли на пляж, посмотрите, людей просто очень и очень много. Я даже не знаю, как там сейчас искупаться, потому что все забито, все в людях. Посмотрите, он весь, он идет по территории всего города, и на всей территории просто куча людей. Гора людей просто. И люди все идут и идут. Мы обычно в такое время не часто ходим на пляж. Обычно ходим на пляж после 8 вечера, когда уже темно и людей почти нету. Все приходят по вечерам сюда есть, короче, и свои очистки, окурки, и салфетки, маски эти, да. Все море уже переполнено вот этой вот грязью. Пляж, когда мы приехали, был чистый, но сейчас он уже не такой чистый, он грязный.
Я даже не уверена, убирают ли тут что-то или нет. Антон, как думаешь, тут убирают? Не понимаю. У меня ощущение, что нет. Я тоже так думаю. В России, перед тем, как уехать в Польшу год назад, мы сделали все процедуры, чтобы у нас было все закончено. Оплатили все, что можно, все штрафы, все долги, все, что возможно. Но вот спустя год, когда я была еще в Польше, мне заблокировали все карты и, конечно же, опять сделали так, что я опять должна денег как будто бы. Теперь, когда мы переехали во Вьетнам, с Антоном случилась точно такая же ситуация, только сумма там в 5 раз больше. Конечно, это очень и очень неприятно. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Как бы ты это прокомментировал? Беспредел. Тупо беспредел. Все, высасывание денег из людей. И причем не только нас касается, а по всей стране, по всей России такое. Деньги высасывают непонятно с чего. Сами там навертели что-то с экономикой и пытаются с людей свои вот эти все деньги позабирать. Я думаю, конечно же, точно так же, как и думает Антон. Совсем непонятно, откуда могли взяться эти долги, когда мы в России не живем уже год. Надеюсь, ты поймаешь большого краба. Он, по-моему, будет вот такой. Такой огромный? Ага, я думаю, что мы его съедим. Отлично. А в Польшу как бы я планировала еще приехать, и мне бы не очень не хотелось, чтобы мне закрывали вход в Польшу из-за какого-то интернета, который я по совести вернула все оборудование и вернула умову свою, все сделала как нужно. Поэтому, если кто-то знает, напишите, пожалуйста. Не забывайте подписываться на канал, ставить ваши лайки. Всем пока-пока и до видения!